Привет! Сейчас вам расскажу, как выйти из минуса в плюс, как правильно усредниться на фьючерсах, и это позволит вам не сливать свой депозит. Также те, кто торгует на споте, я думаю, что в скором времени вы захотите торговать на фьючерсах, увеличивать кредитное плечо и иметь возможность, скажем так, зарабатывать в несколько раз больше. Поэтому перед тем, как начать торговать на фьючерсах, вы должны посмотреть это видео. Так вот, если вы заходите, допустим, в районе 57 961, вот в этом районе, и цена, по идее, должна пойти вверх, и тогда вы будете в плюсе, да, если вы торгуете в лонг. То есть при зелененькую, да, нажимаете такую прямоугольную кнопку. В таком случае вы, если пойдет цена вверх, то вы пойдете, в профите, да, будете профит. Если же цена идет вниз, то в таком случае вы в минусе. И, как видите, цена опускается очень сильно. Ну, на биткоине это как бы не так сильно, но тем не менее. Вот на 3.25 цена опустилась. Что в этом случае вам необходимо сделать? Вам не нужно усредняться. Усреднение это, с другими словами, вы ставите дополнительный ордер, открываете, и если у вас, допустим, цена была 57 960, а сейчас там цена упала, там, допустим, вот до 57 719, то при 100% увеличении своего депозита, ну, то есть маржи, да, вот маржа у вас в ордере стоит, допустим, $1. То есть, чтобы оказаться посередине, между этой ценой, допустим, вот сейчас торгуется 57 720, ваш заход 57 979, то чтобы оказаться в середине, вот здесь вот 57 850, вам нужно увеличить вашу маржу на 100%, то есть из $1 превратить в 2, и тогда вы окажетесь посередине между этой ценой и этой ценой. Если вы, понятно, усреднитесь в 2 раза больше, то есть поставили, у вас маржа $1, вы поставили плюс еще $1, вы оказались здесь и поставили теперь $2, потому что еще раз надо 100% усреднения сделать, и тогда вы окажетесь между вот этой цифрой и вот этой цифры, то есть где-то вот здесь посередине. Вот, то есть это двойное усреднение называется. Таким образом, вы можете как бы выйти из этой ситуации в плюс. Но когда вы видите вы видите реальное снижение цены, то усредняться вам сейчас в данную минуту не нужно, поскольку цена идет вниз, и вы получаете уже, если у вас маржа выросла в 2 раза, там, допустим, был $1, а стал $4, то при минус 3% уже у вас, понятно, сколько процентов минуса. Вот. Но многие торгуют с большими плечами, допустим, 100х, и тогда эти 3% превращаются в 300%. Итого при марже $4 у вас минус 300%. Это минус $12. И вы сидите, ждете. Но вы же не ставите $1, вы ставите там $50, $100, потому что хотите заработать много. И поэтому вам второй совет: не ставьте больше 1/100 или 1/200, да, депозита на ордер, потому что вы не сможете нормально усредняться. То есть в прошлых видео вы можете посмотреть, как мы рекомендуем вам торговать, и если вы ставите, допустим, 50% своего депозита, и цена проседает таким образом, и у вас плечо соответствующее, даже 20 или 50%, вы оказываетесь в жопе. Реально, и вы можете потерять свой депозит. Поэтому, если вы на фьючерсах первый раз торгуете, не ставьте большую маржу. Вот. Далее, где вам нужно усредниться? Понятно, по этой логике нам нужно усредниться в самом низу. То есть мы можем усредниться, в принципе, вот здесь вот, здесь вот. И вот, допустим, мы зашли до 57 985, цена упала до 56 369, то тогда мы окажемся где-то вот здесь вот. Но если усреднимся один раз. Если усреднимся еще один раз, то мы окажемся уже далеко уже в плюсе. Вот. Если вы пропустили вот это падение, цена выросла, то не нужно усредняться вот здесь вот. Подождитесь, пока цена начнет падать. Цена, когда упадет, вы опять усреднитесь. Ну, то есть не опять, а первый раз усреднитесь. И окажетесь все равно посередине. Но я делаю усреднение там, если в такой ситуации попадаю 2 раза или в 3 раза. То есть, если у меня маржа $1, то я усредняюсь в 3 раза. Это плюс $1, потом плюс $2, это уже 4, и плюс 4, это 8. То есть 8 я торгую там на плече 100 или 125, ну, допустим, посчитать, чтобы было понятно, на x100, то $12 это 1200 гривен, $1200. Поэтому уже там цена уже, в принципе, неплохая, солидная. И здесь мы, когда оказались здесь, мы можем уже получить со 100%, сейчас 100х, то есть в плече, мы можем получить 100% депозита, или 141% к депозиту. То есть из $12, которые у нас маржа, мы получим плюс, наверное, $20 и закроем в плюс, частями. Понятно, что цена опять начинает там проседать, это 15 минутки, чтобы вы понимали. Поэтому вот такая вот подсказка хорошая. Первое, как я вам уже сказал, не нужно спешить